Друзья, всем привет, с вами Михаил, авиаблогер из Екатеринбурга. Сегодня 6 июля и на моем канале вы смотрите новое направление в город Белоярский. Он находится в Ханты-Мансийском автономном округе. Вылет в 13:45, прилет через 1,5 часа, авиакомпания Rusline, самолет CRJet. Стоимость авиабилетов 6 с лишним тысяч рублей. В расписании рейсы стоят на среду, субботу и воскресенье. Сегодня в субботу я лечу туда, а в воскресенье я возвращаюсь обратно. То есть такие удобные полеты на выходные я называю тур выходного дня. Вы тоже так можете летать. Это лучше, чем сидеть дома или выехать за город. Здесь можно вообще вылететь за область. Сейчас вы слышите, на заднем плане что-то взлетает. Погода хорошая, очень такая легкая облачность. В Белоярском примерно такая же погода, поэтому отлично поснимаем. Немного ветрено, температура примерно плюс 26 градусов. Самое время летать. Здравствуйте! В аэропорту Кольцово появилась новая возможность. Раньше люди могли распечатать, посадочный талон. Но людям что делать, когда у них багаж, правильно? Что делать? Вот появились новые технологии, называются они киоски. Вот. В чем особенность? Во-первых, можно за 6 часов до полета прийти, спокойно положить багаж, вот, посадочные распечатали, посадочные, получается, сканировали, положили багаж, вот эта штука действует как весы, то есть она просто взвешивает, фотографирует с разных сторон, вы можете посмотреть вот здесь, там, то есть с 4 сторон у нас делается фотография, видеосъемочка, мы фиксируем, что вот такой-то багаж, чтобы он пришел в целости и сохранности. Все, здесь он понимает, кто вы и что вы, потому что у нас есть посадочный, еще раз проходили, значит уже вся информация есть. И здесь печатается просто наклеечка у нас. Наклеечка печатается, мы ее достаем спокойно душой и идем с вами просто уже не в очереди стоять, смотрите, вы можете посмотреть, очередь есть, а мы без очереди взяли, потом подошли, положили багаж, кстати, посмотрели, подходит к его габаритам или нет, да? Если по габаритам сразу не подходит, он просит, немножко убавить, да, или нужно будет заплатить определенную дальше плату, чтобы больше, да, багаж. Все, можем его сюда, значит, снимаем наклеечку, которую мы там получили, наклеиваем, нажимаем старт, и он уезжает. Все просто легко. Вот она чудо-система. Все оборудование, просто все в центре. Ruslan flight 825 to Belyarsky, checking out number 31. Внимание! Следует за авиакомпании Белярские авиалинии.
Добрый день, уважаемые пассажиры, доблестные участники и ветераны СВО. От имени экипажа приветствует на борту самолета авиакомпании «Руслайн». Летим Белоярский, время пути час 20. Желаю приятного полета, благодарю за внимание. Пассажиры, позвольте ознакомить вас с аварийно-спасательным оборудованием нашего самолета. Самолет имеет 4 аварийных выхода, 2 выхода в передней части самолета и 2 выхода на крыло. Аварийные выходы ясно обозначены световым табло «Выход-Экзит». Световая дорожка расположена в проходе между креслом и укажет направление к выходам. В случае разгерметизации кабины кислородные маски выбрасываются автоматически из панели над вашим креслом. В этом случае немедленно потяните маску на себя, прижмите кислородную маску к носу и рту, закрепите на голове, дышите нормально. Если вы путешествуете с ребенком, обеспечьте сначала кислородной маской себя, затем ребенка. Ваши ремни безопасности должны быть застегнуты. После включения светового табло застегните ремни. Чтобы застегнуть ремень, вставьте металлический наконечник в пряжку, туго затяните ремень. Чтобы расстегнуть ремень, поднимите крышку замка. Более подробно ознакомиться с аварийно-спасательным оборудованием на борту нашего самолета вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане впереди стоящего кресла. Благодарю за внимание. Пожалуйста, снимите. Я слышу вас.
циркуляции морского воздуха плюс 24 градуса. Местное время 15 часов 17 минут. Для вашей безопасности просим вас не расчесывать привязные ремники, оставаться в кресле запасного самолета, отключение светового табло, застегните ремни. Выходы могут быть повешены. Покидая самолет, не забывайте свои вещи. Будьте осторожны, внимательны при выходе из самолета на трап. Багаж вы получите в багажном отделении аэровокзала. Командир корабля и экипаж благодарят вас за полет самолетом авиакомпании «Руслайн». Мы желаем вам всего доброго, надеемся вновь видеть вас на борту ваших самолетов. Выходы, пожалуйста, не забывайте свои вещи, документы, электронные устройства. Пройдите канал перенесающего телефон. На аэропортовой площади имеется вот такая лесопарковая зона. Здесь ели, березы. Есть места для сидения, для отдыха, шишки, много мошек, тень. Сейчас 24 градуса, сказали, на прилете, но по ощущениям очень сильно печет, даже жарче, чем в Екатеринбурге. Поэтому перед вылетом или на прилете очень удобно здесь посидеть и отдохнуть, подышать лесным воздухом. Рядом установлен борт ЮТР. Я думаю, что я смогу найти информацию о нем. Вертолет Ми-8. Друзья, пока будете здесь гулять, вас съедят мошки и комары. Очень их много.
Уважаемые зрители, прилетели в Белоярский. Здесь 24 градуса, по ощущениям теплее. Подвожу итоги. Аэропорты я не оцениваю до лучших времен. Авиакомпания Rusline 5 с плюсом. Летайте этой авиакомпании на выходные куда-нибудь. Здесь теплая погода, очень много мошек и шишек. Сейчас я поеду в Белоярский. Здесь он недалеко находится. Может быть, даже аэропорт входит в состав города, я не знаю. И поснимаю этот город, посмотрим, что там есть. Покажу либо в этом выпуске, либо в следующем. Всем хорошей погоды, спасибо, что посмотрели. Всем пока. Так, друзья, здесь есть еще один маленький момент. Тут не ловит мобильная связь. У меня Билайн вообще не ловит полностью. И Wi-Fi в аэропорту нет, поэтому останетесь без связи. Ну, по крайней мере, на Билайне. Приехал в центр города. Здесь мобильная связь стала ловить. Интернет здесь у Билайна очень плохой, поэтому можете без него остаться. Теперь по поводу проживания. Здесь есть буквально 2 или 3 гостиницы, но там проживание что-то в районе 4, 5, 7 тысяч. Поэтому здесь, наверное, более целесообразно снять квартиру, вот примерно как это. Стоимость примерно 2500 средняя. Я взял за 2200, а есть и за 3000, может там чуть получше. Но в принципе здесь вот так вот достаточно аскетично. Но переночевать вполне можно. Я сейчас получше покажу этот вариант. Заходим в квартиру, берем ключики, проходим дальше. Здесь есть диван, постельные принадлежности, полотенце, еще один диван, телевизор, Wi-Fi роутер, балкон, на кухне холодильник, стиральная машина, микроволновка, так, есть чем поджигать плиту и немного посуды, в принципе, хватит. Дальше проходим в туалет, ванную. В принципе, все есть. Собираясь в Белоярск, подумайте о мобильной связи, об интернете. Билайн тут плохо ловит. Тут, говорят, пользуется спросом Мегафон, Теле2. Поэтому лучше, наверное, с этими операторами здесь. Дома здесь раскрашены в яркие цвета. Очень все цветастое. Одна из центральных площадей, не знаю, как называется, здесь центр культуры и досуга Камертон. Вазы с цветами, там ремонт, вы слышите, поэтому шумно. Город достаточно ухоженный и очень-очень много комаров и мошек, друзья.
Белоярский мне напоминает Салехард. Помните, у меня был туда перелет и спецвыпуск, посмотрите. Еще почему-то на улице очень мало людей, может быть это суббота и все куда-то уехали за город. Кто в курсе, напишите в комментариях. Это один из 2 или 3 отелей в этом городе, самый дорогой, здесь недешево отдыхать. Рядом какие-то достопримечательности, площадь, пока не знаю, как она называется, но, наверное, в комментариях вы мне напишите. Или я сделаю подпись к этому видео прямо сейчас на экране. Здание называется Экоцентр Нови-Ад. Может быть, это что-то значит на местных языках. Не знаю, кто в курсе, напишите. Может быть, и я уже тоже найду что-то в интернете. Я думаю, что это одно из центральных мест города, может быть даже самое центральное.